Всем здорово, чуваки! В одном из прошлых видеороликов мы заливали различные жидкости в лампочки, и эта идея вам очень сильно понравилась. А также под этим видеороликом вы оставили кучу комментариев, где предложили свои варианты жидкостей. Мы, естественно, все прочитали и отобрали самые лучшие по нашему мнению. Ну и добавили от себя кое-что еще. Ну а из жидкостей мы взяли на этот раз уже водку. Как вы знаете, водка обычно 40-градусная. Если вы помните, в прошлом видеоролике у нас был антисептик, там тоже был спирт, и лампочка горела достаточно долго. Возможно, и с водкой будет гореть точно так же, а может даже лучше. Но если про водку писали очень многие в комментариях, то антижир мы взяли от себя и решили проверить. Вдруг с большим количеством химии лампочка будет спокойно гореть. Узнаем. Также мы взяли White Spirit. Здесь в составе написано, что есть смесь углеводородов. Интересно, как поведет себя лампочка в такой ситуации. Также многие из вас писали про уксус. Мы подумали, а почему бы и нет? Это же такая популярная вещь, у каждого в доме находится. В данном случае мы взяли 70%. Очень интересно. Также многие писали про средства для розжига. Оно как раз осталось у нас после прошлого видеоролика, где мы фильтровали разные жидкости. Вот как вы думаете, будет ли гореть лампочка? Или загорится весь ангар? Кто знает. Ну и последнее — это стеклоомывающая жидкость. Мы ее сразу залили в стакан, потому что хотим начать именно с нее. Но для начала нам нужно подготовить лампочки. Как видите, мы взяли уже другой формы, но мне кажется, это никак не помешает эксперименту. А также не забываем про технику безопасности и надеваем маску. Защищаем свое лицо. Ну что, ребят, лампочки у нас готовы, конструкцию мы будем использовать из прошлого видеоролика. Если вы не видели этот ролик, здесь перейдите по ссылочке, посмотрите, было очень прикольно. Ну а мы приступаем к эксперименту. Ну а первая жидкость, которую мы возьмем, стеклоомывающая. Для начала нам нужно вкрутить лампочку в цоколь. Какая-то кривая лампочка, странная вообще. Теперь берем шприц и заполняем лампочку. Отлично, идеально. Ну а включать лампочки мы будем по тому же принципу: вилка в розетку. Но перед этим хочу сказать, чтобы ни в коем случае этого не делали, так как это очень опасно. Мы максимально защищаем свои глаза, себя. И сейчас в данном случае мы уходим подальше, потому что жидкости у нас непредсказуемые, очень опасные, поэтому я буду включать где-то там. Да, кстати, перед тем, как мы будем включать лампочки, нам нужно погасить свет, чтобы было гораздо эффектнее. Так, выключаем свет. Так, ну что, ребята, осталось только включить. Мне кажется, сейчас будет гораздо эффектнее и красивее смотреться, потому что в прошлый раз было очень светло. Но давайте проверять. На счет 3. Раз, два, три. Это что, все? Ну, омывайка вообще, блин, еще хуже, чем прошлые жидкости. Похожий эффект был только в масле, по-моему. Просто вспышка и все. Я не знаю, я даже не успел разглядеть, что там толком было-то. Ну, давайте перейдем к следующей жидкости. Так, ну что, ребят, выкручиваем эту лампочку и меняем ее на новую. Ну, а зальем мы туда White Spirit. Это очень опасная штука, потому что здесь содержится смесь углеводородов, и она очень хорошо горит. Давайте покажу. Так, смотрите, наливаем немножечко на пол. И поджигаем. Ух ты! Блин, вы видели, как она горела? Это очень опасная хрень. Мне кажется, если мы зальем ее в лампочку, будет что-то эффектное. Поэтому выливаем немножечко сейчас в стаканчик. Фу, воняет, конечно, она очень хорошо так. И набираем в шприц. Вливаем в лампочку. Что такое-то? Не выдавливается почему-то. Продолжаем. Что-то тяжелее как-то идет. Готово. Очень интересно, что сейчас произойдет, поэтому давайте отходим сейчас подальше и будем включать. Так, ну что, ребята, мы готовы. У нас есть вот такая вот штука, в которой находится вода, так что, если что, мы будем готовы тушить все, что там загорится. Поэтому берем сейчас розетку, вырубаем свет. Отлично, и готовы включать. Так, опускаем маску на всякий случай. И на счет 3. Раз, два, три. Блин, она горела, а на секунду горела где-то. Блин, я думал, она сейчас будет продолжать гореть, я был уверен в этом. Даже ничего не загорелось. Печально.
Честно говоря, я ожидал от White Spirit что-то более эффектное. Хотя бы что-нибудь загорелось или взорвалось бы, я не знаю. Но максимум, что мы получили, это просто дымок. И целую секунду лампочка все-таки горела. Какой-никакой, но все-таки результат. Поэтому давайте перейдем к следующей жидкости. А сейчас меняем лампочку на новую. Ну а следующая жидкость — это водка. Многим из вас было интересно, что же с ней произойдет, если ее залить в лампочку. Вот сейчас мы это и узнаем. Наливаем стаканчик. И забираем чуть-чуть в шприц. Что ж ты такой жесткий-то, а? У меня аж руки трясутся. Пойдет. Так, ну что, ребят, лампочка у нас готова, жидкость наполнена. Сейчас самое интересное — это что может произойти с водкой, потому что спирт тоже горит. Давайте приступим и узнаем. Так, ну что, ребята, плюс к плюсу, минус к минусу. Защищаем глаза и лицо, вырубаем свет. Отлично, мы готовы. Раз, два, три. И все. Это все, что было. Тот же самый эффект, что и с стеклоочистителем. Что за фигня? Почему не работает? Горючие жидкости оказываются какими-то не такими уж эффектными. Ну что уж там, давайте перейдем к следующей жидкости. Да, водка, честно говоря, я от тебя такого не ожидал. Я думаю, сейчас стоит взять что-то поинтересней. Что, в какой, где жидкости химии больше всех? Давайте узнаем. Ну а в следующей жидкости у нас галимая химия, потому что это антижир. Давайте его зальем в лампочку, но сначала надо ее поменять. Мне вот интересно, как себя антижир поведет в лампочке. Это что-то с чем-то. Мне кажется, такого еще никто не делал точно. Это такая странная идея. И вообще зачем это делать, непонятно, но это же наши эксперименты. Почему бы и нет? Наливаем в стакан антижир. И все по тому же принципу заполняем лампочку. Что за шприц-то такой, блин? О, антижир, кажется, прочистил нормально так наш шприц, поэтому жидкость выдавливается сейчас намного легче. Изи. Так, ну что, ребята, очередная жидкость. Я не знаю, как она себя поведет. Надо опять себя обезопасить и выключить свет. Отлично, мы готовы. Там до хрена химии, возможно, что-то сейчас получится из этого. Я не знаю. Раз, два, три. Но эффект был другой сейчас. Я на самом деле сейчас уже опять чуть ли не удивился. Думал, опять будет гореть долго. Я не знаю, что сейчас там произошло, но примерно секунду она также горела, как и в White Spirit. Ребята, было очень странно наблюдать за тем, что в случае с White Spirit свет просто горел и резко погас. А в случае с Азелитом было такое ощущение, как будто свет поднимался вверх и вместе с пеной просто где-то там погас. Очень странный эффект, конечно, но было довольно красиво. Давайте возьмем что-то поинтереснее. Также многим из вас было интересно, что же случится с уксусом в лампочке. Поэтому давайте поменяем лампочку. И так как у нас были до этого какие-то горючие жидкости, какие-то спиртосодержащие жидкости, никто никогда не добавлял уксус. Ну, а точнее кислоту. Ну, а мы сейчас это проверим и узнаем, что же произойдет. Наливаем ее в стакан. Ага. Уф, вот это запашок. Воняет, конечно. Так, набираем уксус. Опять идет жестко как-то. Заливаем. Я думаю, вы все знаете, как пахнет уксус, особенно 70%. Это такая противная дичь. Что-то мне прям как-то вдарили пары в нос. Хватит. Так, ребята, у меня до сих пор этот в носу запах стоит. Это такая жесткая фигня. Фу, руки до сих пор воняют. Я думаю, сейчас должно что-то произойти. Пожалуйста, наконец-то что-нибудь, чтобы произошло. Погори хотя бы секунд 20. Тогда это будет уже какой-то супер результат. Так, ну что, давайте. Я готов. Вырубаем. Поехали. Раз, два, три. И все, опять секунда, да что такое-то, блин? Жидкости, ну что-нибудь сделайте, я не знаю. Что-нибудь будет гореть хотя бы 2 секунды. Хотя бы 2, пожалуйста.
Ну, ребят, уксус не оправдал моих ожиданий от слова вообще. Но главное, что мы проверили, вы писали, нам самим было тоже интересно. И по факту вот, что будет, если включить уксус в лампочке. Но, как вы помните, у нас осталась еще одна жидкость. Она не менее интересная, также горючая, поэтому давайте перейдем к ней. Ну и последняя жидкость – это средство для розжига. В ее составе содержатся какие-то жидкие парафины. И будет ли это означать, что лампочка будет гореть? Может, даже в прямом смысле, кто знает. Давайте для начала заменим лампочку. Оказывается, последняя лампочка у нас другой формы, как были из прошлого ролика. Заливаем средство для розжига в стакан. И, кстати, ребят, мы споласкиваем стакан и шприц для того, чтобы жидкости не перемешивались и все было объективно. Набираем шприц и заливаем. Но эта жидкость на сегодня самая мутная. Значит ли это, что лампочка будет долго и хорошо работать? Сейчас узнаем. Ну что, остается надежда только на розжиг. Надеюсь, хотя бы хоть что-то сегодня загорится или взорвется. Хотя бы какой-то эффект крутой должен быть. Так, ну давайте, погнали. Вырубаем свет. Есть. Все. Я максимально защищен, и я верю в то, что должно произойти что-то красивое и эффектное. Раз, два, три. Она еще работает. А, все, уже не работает. Слушайте, ну она дольше работала, чем обычно. Все еще работает. Я думаю, слышно. Она, знаешь, она, короче, начинает постепенно зарабатывать как-то. Зарабатывать бабки. После того, как я включаю лампочку, она начинает работать постепенно. То есть я включил, и она как будто разогревается и начинает хрустеть. Там что-то происходит. Но я ничего не... Я боюсь. Я туда не хочу подходить. Вдруг она лопнет или взорвется нахрен. Загоримся тут все нафиг. Ну что сказать, ребята. Если вы смотрели прошлый ролик, то реакция с розжигом была похожа на листерин. Также лампочка хрустела. Мне кажется, она могла хрустеть бесконечно. Но не горела вообще. Ну а по моему мнению, самое интересное было на сегодня это азелит, антижир. Очень странно было наблюдать за тем, как свет просто поднимался вверх и постепенно угасал. Но если вам ролик очень понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь снизу на канал. Спасибо.